Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, Таро расклад, сентябрь 2026. Зеркало перемен. И то, что будет происходить во второй половине сентября, это еще пока не будет окончательным. Это лишь зеркало тех событий, которые формируются пока словно в тени, прежде чем планета Венера сделает ретро-реверанс. И у нас вторая половина года будет богата, как и осень, так и зима, именно на ретро-движение, аж 6 ретро-планет. Но с 11 сентября Венера у нас будет находиться в Скорпионе, а до 11 сентября в Весах. И именно сентябрь по этой причине у нас может проходить в несколько разных энергиях. И если первая половина Венера еще до 11 числа находится в Весах. А Венера, мы знаем, планета малого счастья. Это наше благополучие, это финансы, это про любовь, про дом, про личную жизнь. Так вот, Венера в Весах, она более такая легкая, игривая, наполняет гармонией и нашу жизнь одновременно, как бы желанием или возможностью, способностью, компромиссом. То с 11 сентября Венера в Скорпионе уже не нуждается более в игривых отношениях, в поверхностном общении или в каких-то дежурных комплиментах, а также в фальшивых обещаниях. Вот такой месяц сентябрь, когда для нас пространство, Вселенная может складывать какой-то очень важный выбор. И с 11 числа Венера в Скорпионе – это во всем глубина. Глубина, если мы говорим обещаний, да, то тогда это глубина в надежности. Или глубина в честности, мои дорогие, в искренности, но точно так же глубина в чувствах, глубина страсти. И основные темы у нас могут стать как тема контроля, тема ревности. И если в моей личной жизни страх быть отвергнутым. Вот давайте мы узнаем с позиции Венеры все то, что касается нашего благополучия, с чем будет связан сентябрь месяц для вашего знака Зодиака. И первая карта, что скрывает сентябрь, что случится, что произойдет в первой половине, пока у нас Венера в Весах, или до 11 сентября. Что откроется? Возможно, откроется ваше новое видение какого-то вопроса, темы, проблемы. Но что будет для вас внезапно? Возможно, это прояснится, либо какой-то вопрос. Но я не исключаю, что некоторые события окончания августа, а конец августа у нас как раз соответствует лунному затмению, и в самом конце, может быть, где-то первые числа сентября, для нас может открыться какая-то тайна или проясниться тот или иной вопрос. И третья карта тогда будет касаться того, что будет продолжено на вторую половину сентября, или вот то зазеркалье, к чему это придет, или что для нас прояснится в конечном итоге, и что для нас еще будет продолжено, что еще пока не конец, не окончательно. В чем ваша фортуна, мои дорогие? Вот в чем вам везет? Может быть, что само идет в руки? Или какие вопросы уладить у вас получается намного быстрее, проще? Что ждет в личной жизни? Давайте достанем такую карту. Опять же, Венера – это личная жизнь и про любовь. Ну и, как мы говорили, Венера – это еще и финансы. Так вот, что ждет в финансах? И если мы говорим завершение сентября, Венера в Скорпионе, то это вопросы, как деньги, чужие деньги, это выплаты, это кредиты, или это наоборот долги, может быть и так, да, тема участия вашего или участия с какими-то другими людьми, да, совместные, может быть, деньги партнера, если мы говорим о личной жизни. Ну, давайте приступим и узнаем, что же там скрывает для вас сентябрь, что произойдет до 11 сентября, с чем будут связаны энергии. В чем-то есть сомнения. Восьмерка мечей – это всегда у нас то, чего нет. Но нам кажется, мы можем на себя где-то вот эти энергии, а вдруг случится то-то, то-то и еще там что-то. Вот мы представляем, да, мы как будто сами себя настраиваем на тот лад, если что-то пойдет не так. Где-то вот как раз страхи, да, я говорила, страх быть отвергнутым, или когда мы не видим четко, ясно какую-то историю, что из этого получится, или в конечном итоге к чему это все приведет. Вот давайте немножко раскроем эту тему, но повторюсь, это то, чего нет.
карта искаженного восприятия. Иногда у нас бывает очень доброе побуждение в отношении того, что, в принципе, ну, как не может быть продолжено. А иногда наоборот, то, что может быть продолжено, мы почему-то начинаем сеанс самокопания или начинаем, ну, где-то чересчур все пытаемся разложить до мелочей, да, вот где-то больше по этой карте, то это, я бы сказала, Венера в Скорпионе. Ну, может быть, ситуации конца августа для вас открывают такую палитру событий, когда, ну, есть о чем задуматься. И стало быть, какое-то дело, оно может быть и так, и эдак, как будто, да, вами либо решено, либо определено, либо ситуация выбора очень часто нам дают такие энергии. А вот посмотрите, королева Пентаклей. Но может быть у кого-то конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, да, или, может быть, в асцендент, иногда по Луне, вот, кстати, тоже такое может быть. Но все-таки тут больше будет, знаете, как касаться вопросы личной жизни. Ведь очень часто пентаклевые карты двора, то, что мы называем, да, они олицетворяют именно нашу семью, наших близких, иногда супруг, супруга, да, какая-то история, которая может быть связана именно с вашей семьей, с вашей личной историей, с конкретным человеком. Но я не исключаю, что у кого-то финансы, все-таки пентакли, какие-то договоренности, мои дорогие, прежние. И с учетом 8 мечей вам что-то не нравится. То есть, может быть, вот эти договоренности, либо они пробуксовывают, да, перекладываете на себя, либо вы не видите в этом уже целесообразность, либо вы сомневаетесь в конкретном человеке. Паж кубков. Это добрые вести. У кого-то из вас приятные эмоции. И еще один паж пентаклей. Здесь ситуация балансирует на грани чувств и финансов. Какой-то вопрос может быть связан, и мир, с личной жизнью. У кого-то будет связан с расстоянием, потому что мир – это еще пространство. У кого-то, я не исключаю, ситуация по работе. Может быть, работа, которая касается онлайн. Я этого тоже не исключаю. Мир, эфир, пространство, мы говорим, интернет, да. Может быть, есть какая-то ваша задумка, может быть, первые шаги в каком-то деле. Мы все разные, перекладываете на себя, поэтому кто-то из вас мог приступить до этого времени. То есть есть идея, да, или есть ваше участие в каком-то деле, который именно происходит, может быть, или в сети интернет, или когда вы работаете на дому, пусть это у кого-то дополнительный заработок, пусть, кстати, у кого-то дополнительный, как пассивный доход, тоже такое может проигрываться. Но есть почему-то сомнения. То есть вот что-то вроде бы оно и идет, но пробуксовывает. Вроде бы, хочется сказать, и липнет, но не клеится. Вот что-то такое. Я надеюсь, вы понимаете правильно мой сленг. И аркан мир. Это последний старший аркан. Есть все-таки персона, давайте скажем так. Или есть еще и к этому дело, чем вам нравится заниматься. Или то, что вам приносит вдохновение. Вроде бы и продолжил, но либо условия таковы, что в каком-то прежнем номинале это все-таки не может быть продолжено. Что-то тут нужно видоизменить. И для этого изменения нужно подвести баланс и какую-то черту. Все-таки 21-й старший аркан говорит нам о том, что время принимать какое-то важное решение у вас будет такое, да? Или, как подталкивает какая-то ситуация, а вам может этого не очень-то хотеться. Я вижу так. Я могу предположить еще такой момент. Элемент неуверенности. Я где-то озвучила неуверенности в человеке или неуверенность в самом себе или в самой себе. Вы можете задавать такие вопросы, а так ли уж мне это все нужно? Ну, давайте мы с вами откроем вторую карту, так а что же откроется? И вполне вероятно, начало сентября для нас принесет как открытие, если не тайна, то какой-то вопрос у вас будет прояснен. Или когда мы посмотрим на существующие события, как будто, свежим взглядом. Пятерка мечей – это всегда карта конфликта. Причем того конфликта, который был прежде. Поэтому по какому-то конфликту или по прежней теме
Вот, может быть, это и соответствует восьмерке мечей. Либо с конкретным человеком был конфликт, и вы теперь либо его помните, вспоминаете, либо какая-то ситуация отдаленно вам напоминает предыдущий конфликт. Может быть, вам хочется сгладить какие-то углы, да, острые, но я не исключаю, что человеку тоже может этого хотеться. Ну, давайте узнаем. Так что же откроется, что для вас будет внезапно? Да, тема не новая, судя по всему, вы можете получить какое-то известие, либо вы можете получить новость, которая вам окончательно откроет на что-то глаза и заставит вас, ну, как знаете, избавиться окончательно от иллюзий. Будьте готовы, может быть, середина сентября, что откроется, что будет внезапно. Это может быть как глубокое осознание, что вот я, допустим, готова, да, выполнить какие-то вот определенные шаги. А если это сверх того, то я к этому не готова или не готов, что откроется. Для вас это может быть внезапно. Но здесь может проигрываться, смотрите, карта заслуженного успеха. Можно соединить вот эти карты таким образом, что в прошлом у вас сложились так обстоятельства, что вы с кем-то конкретно не могли договориться. Потому что, ну, может быть, у вас были какие-то свои условия, у человека были свои условия. И какое-то время каждый был в этих условиях, да? И кто-то мог продолжать контакты, кто-то мог эти контакты, ну, так, знаете, хочется сказать, через пень-колоду что-то шло. Потому что были иллюзии, были, с другой стороны, и в чем-то четкость, понимание, видение, да, но договоренности точно не было. Не было того, что мы как могли бы назвать единением души, если это вопросы чувств. Не было того, что... К примеру, подписаны какие-то документы, если мы говорим о партнерских отношениях или решении конкретного вопроса, когда, опять же, мы уже что-то подписали, мы уже к этому не возвращаемся, если мы это перекладываем на бумаге. И вот где-то середина сентября вам приносит понимание в том вопросе, что либо я это продолжаю, либо мне это нужно завершить. Если то есть если вы это продолжаете, тогда вам придется как будто пересмотреть свои позиции. И вот именно с этим, да, открытием может быть связан какой-то очень сложный выбор для вас. Потому как все же это карта прогресса, шестерка мечей. Но мечи мы всегда говорим интернет. Здесь это может быть связано с общением, может быть тем общением, которое вы и не можете, и не хотите исключать. Потому как, ну, видите в этом свою целесообразность, свой интерес. Может быть, даже какой-то прогресс, все-таки заслуженный успех. Может срабатывать ваша чуйка в том конкретном варианте, когда предпосылок пока четких нет, но, в принципе, как знаете, начало, проба пера, в чем-то у вас что-то получилось, вроде бы как что-то идет, да, или может иметь прогресс к развитию, может вот этот успех как предшествие, прелюдия этого успеха уже это означать. И мы не можем это бросить, потому что, опять же, мы чувствуем, что, ну, это может быть перспективно. Просто у каждого по-своему, мои дорогие близнецы. У кого-то это тема личной жизни, а у кого-то это тема работы, заработков, какого-то прогресса, популярности, работы в интернет. Вот я этого не исключаю. Или, может быть, даже связано с перемещением, или желанием переехать куда-то очень далеко. Что откроется, может и правда. По рыцарю мечей вы можете открыть или откроются конкретные какие-то факты, которые касаются, это ни разу тут уже не про чувства. У вас откроется тема, к примеру, как можно и нужно поступать по закону. А как у вас не получится, сколько себя иллюзиями не тешь, из этого все равно, ну, нет прогресса. Вот понимание того, что надеяться-то можно, но толку от этого никакого. Вот, наверное, так, если в двух словах вы будете четко видеть, что да, у меня есть позиция определенная, но есть и определенные возможности. И вот эти возможности, они как тезис-план. Раз, два, три. Четко идут по пунктам. И здесь
на это глаза мы не можем уже закрыть. Или вам самим уже как будто не хочется пребывать в иллюзиях, что а вдруг как-то будет по-другому. Вот здесь близнецы видят, что а нет, не будет тут по-другому. Здесь наоборот, почему вот не хочется, может быть, даже упустить какой-то вариант, потому как это у нас, как знаете, своеобразная синица в руках. Это не журавль в небе. Это именно та синица, которая для нас означает прогресс. Вот какой-то такой вопрос, который может быть связан у вас с юриспруденцией, с важными документами, одновременно перемещениями. Да, потому что здесь по-другому, пусть даже где-то это заставляет нас что-то переиграть, где-то видоизменить собственные планы, будьте готовы к этому. Но это для нас будет гарантия того, что нас это прежде, если расстраивало, то теперь нет. Вот в этих разочарованиях как будто будет поставлена точка. Здесь абсолютно, понимаете, на смену каким-то эмоциональным всплескам приходит четкое видение, понимание, что есть, к примеру, буква закона, есть конкретное положение. И тут вообще не надо все в одну корзину, как и эмоции, и чувства, и, может быть, решение конкретных вопросов, которые касаются бумаг или закона, да, тут мы все разные. Вот тут не надо все перемешать. Тут просто нужно пройти как-то очень рационально. И когда выпадает 5 кубков, я очень часто говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Здесь будет возможность, как, знаете, что-то переиграть или как начать с новыми энергиями. Но именно потому, что приходит четкое понимание. Возможно, с учетом пажа мечей, иногда это та ситуация, когда мы понимаем, пора сворачивать. Жизнь вам преподнесет возможность, это железно. Но каждый будет решать по-своему, решитесь вы на что-то или нет. Насколько это для вас приемлемо или нет. Но, видимо, это решение не такое простое. Давайте посмотрим, так что же будет продолжаться. Вторая половина сентября. Что для вас, мои дорогие, как еще не завершение, не окончание, а то, что будет следовать после, может быть, в октябре, а то и до середины ноября. Потому что ваша планета-управитель Меркурий будет в ретро-движении, и приблизительно сроки совпадают. Это вместе с ретро-движением Венеры. И вот это движение будет последняя неделя октября и 2 недели ноября. Может быть, какая-то тема, которая трансформируется из сентября на более далекий срок. И где-то карты ведь нам тоже вот про ожидания, да? Посмотрите, 2 четверки. То есть какие-то есть паузы или были. Но, может быть, шаг за шагом для нас что-то проясняется. 9 мечей. 2 карты, которые об искаженном восприятии. Но вот вы можете думать о том, что есть элемент ненадежности, опять же. Есть очень много страхов, есть много неуверенностей. Есть элемент, если мы говорим по Венере, Венера в Скорпионе, нам хочется докопаться до сути. Нам как будто не нужно что-то такое, что пусть нас какое-то время воодушевило. Нет, теперь хочется чего-то другого. Хочется, вот какие энергии приходят. Тут именно докопаться до сути вам хочется, чтобы вот эта пелена спала раз и навсегда. Итак, что же будет продолжаться? Что еще как не завершилось? А вот смотрите, какие-то паузы, какая-то ситуация из прошлого. У каждого, безусловно, своя. Но вот у каждого своя, тем не менее, мои дорогие близнецы, у вас есть нерешенный вопрос. Вам его как минимум нужно в 2026 году решить и словно оставить в прошлом. Нельзя свою жизнь поставить на паузу, нельзя как ожидать того, что что-то разберется само. Кто-то из вас будет чувствовать, что я именно увяз или увязла, потому что подписала какой-то документ. Я как по личной жизни на что-то согласился или согласилась. Возможно, согласилась на ожидание, или я согласился на какое-то участие. Может быть, это та ситуация, которая, посмотрите, ситуация выбора, что будет продолжаться.
Вот если в двух словах ситуация, которая касается личной жизни, я больше вижу так. И какой-то затянувшейся истории, где вы не расставили все по местам. Тогда приготовьтесь, как я говорила, да. Тут у нас ретро-Плутон до середины октября. И опять же, ретро – это всегда ситуация, которая с приставкой «пере». Переподписать, передумать, переизучить, пересмотреть, передоговориться, да, мы можем говорить. И планета кармы, Сатурн, в ретро-движении до 11 декабря. Представляете, вот какие мощные энергии. А Сатурн – это у нас владыка кармы, это владыка закона. Это, опять же, это про документы, это про бумаги, это про какие-то границы, это организация нашей жизни. И параллельно с ретро-Сатурном у нас идет ретро-Нептун до 12 декабря. А ретро-Нептун – это никаких границ вообще. Противоположные энергии будут складывать для каждого из нас, ну, правда, какую-то преамбулу постоянного сомнения. Мы хотим вроде бы сделать шаг вперед, а сомнения мучают. Где-то нас как будто тянут назад. А вдруг какой-то вопрос решится сам? А вдруг, а завтра будет что-то там еще более интересное? Так вот, по ретро-Нептуну это самообман. Карты нам будут говорить, тебе нужно, близнецы, с чем-то определиться. И тем не менее, выпадает аркан, когда нам говорят, это только иллюзия, сепарация. Здесь нет разделения, какая-то история неизбежно будет продолжена. Аркан сила, у кого-то будет, правда, история взаимоотношений, у кого-то глубина страсти, как Венера в Скорпионе, да? Насколько надежный человек. Вот вы можете такие проверки устраивать, вы будете сами где-то задавать себе вопросы, насколько надежна я, могу ли я о себе сказать, что готова, да, с этим человеком пройти определенную дистанцию или углубиться там в какую-то тему. Здесь больше касается истории личной жизни. И я не исключаю, мои дорогие, Венера в Скорпионе, вторая половина сентября месяца, может быть связано с внезапными знакомствами. Причем тогда, когда Венера в Скорпионе, это то, что мы называем, как по судьбе, да, роковые отношения. Вот есть такой момент. Когда, знаете, как любовь с первого взгляда, которая не оставляет времени вообще подумать, та, которая нас бросает в омут с головой, причем в омут страсти, мои дорогие, вот у кого-то тут может быть очень интересная тема, а для кого-то из вас это будет дежавю, как возвращение какой-то былой страсти, потому что очень часто и может такое совпадать, вот у кого-то как новое знакомство, да, которое вас накроет с головой, а для кого-то тема нерешенных взаимоотношений, которые точно так же накрывают с головой, и это будут и вопросы страсти, и вопросы продолжения союза. Ну, в чем-то вы должны разобраться. Ладно, в чем ваша фортуна, мои дорогие, любимые близнецы? Вот идти вперед придется. По пажу мечей, и, кстати, у вас выпадает 2 карты пажа мечей в разных колодах. Поэтому, правда, как будто дважды подтверждают карты, тебе выбор какой-то сделать придется, с чем-то определиться и при этом не остаться как будто, ну, вот именно в прошлом. Ведь наш паж, а мечи это всегда, опять же, интеллект. Не случайно наша девушка вооружилась книгой и переходит вот 2 шага всего лишь, но по тоненькой жердочке над обрывом. Вы можете ощущать, как я в чем-то не уверен или не уверена. Знание – сила. Кто-то из вас будет изучать закон, кто-то из вас будет рассматривать новые варианты, как вам поступить. По этой карте пажи – это у нас вестники. И значит, фортуна. В чем ваша фортуна? Вы услышите какую-то новость, получите конкретный документ или окончательное понимание приходит. Я могу поступить только одним образом. Другим – если даже я 1000 вариантов каких-то буду рассматривать, пробовать, я только потеряю время. Но для меня ничего в этом не получится. Вам нужно на что-то решиться. В чем ваша фортуна? Тут действительно нужно решиться.
Карта работы в команде. Кстати, у кого-то эта ситуация будет проигрываться по части работы, по части заработков. Нужно именно развивать какое-то дело, продолжать, может быть, творчество, или продолжать то, что вы уже себе наметили. Возможно, по этой карте мы учимся чему-то, а для вас это может быть волшебный период, когда вы учите языки, когда обрастаете как будто, да, новыми связями, контактами, новыми знакомыми. Сам по себе элемент коммуникации, как и работа в команде. Здесь могут прийти новые люди, которые принесут новые, свежие идеи, и в этом тоже ваша фортуна. Но две карты, которые нам не говорят, что это приходит что-то стабильное и надолго. Нет, это именно если паш мечей, как вот над обрывом, первый шаг, то тогда тройка пентаклей. Это более уверенные шаги уже вот на этом новом берегу, в новом направлении. Но нам еще предстоит что-то изучить. Но оно того стоит, мои дорогие, потому что будет и праздник. Точнее, будет победа, будет и праздник. И для кого-то из вас, смотрите, у кого-то эти карты будут говорить о чем. Не упусти момент, когда, если ты хочешь переехать, как на другой берег, может быть, поменять жилье, тогда у тебя что-то получится. Но тогда ты будь готов тоже сделать эти шаги. Не с какими-то прежними подходами, методами, а тут придется менять себя. Может быть, тройка пентаклей где-то говорит, обратиться, например, к другому специалисту. Или рассмотреть, мы говорим, другой метод, другой вариант. Может быть, какую-то дистанцию, назовем это так, по цене, да, если мы говорим о недвижимости. Для кого-то это будет означать дистанция по деньгам или какая-то работа, дополнительный заработок, я где-то об этом говорила. Тут тоже нужно пересмотреть. Тут вот именно первые шаги. Тут не упустить какой-то момент, как возможность, который постепенно по нарастающей пойдет у вас в геометрической прогрессии, придет и победа, и будет и праздник. А для кого-то иногда эта карта будет означать осуществление тех ваших планов, о которых вы когда-то мечтали, но до которых вы пусть делаете только первые шаги. Вам фортуна в этом помогает. Вам помогает что-то развивать. Вам помогает улучшать собственное качество жизни, фортуна. Вам помогает добиваться побед. И чтобы это была не просто победа какая-то, да, а чтобы был сам по себе праздник, чтобы более добрые и такие восторженные энергии пришли в вашу жизнь. Ну ладно, давайте, у нас две карты. Личная жизнь. Что вас ожидает, мои дорогие близнецы? Ну, мои дорогие мужчины, здесь важная женщина в вашей жизни может проигрываться, хотя для девочек эта карта будет говорить, что вы тут сами задаете тон, скорее всего, вопросы личной жизни. Ну, конечно, тут могут быть разные темы, да, у кого-то личная жизнь иногда сопоставляется, а ведь и правда, какие-то документы или вопросы по дому. Но тогда ваше желание будет в центре вашего внимания. Может быть, вы будете, как ваша личность, интерес к вашей персоне со стороны других людей, да, для тех, кто в паре, например, то я бы сказала, эта карта, она, конечно, предвещает очень добрый такой спокойный, надежный период жизни и вообще добрые взаимоотношения. Если мы переложим на как возможность знакомства, и правда, мои дорогие мужчины, тогда это будет говорить о том, что это судьбоносный момент, да, для тех, кто в паре, и это статусная карта, допустим, но пока ваши взаимоотношения не решены, да, но была, может быть, дружба, были какие-то контакты, вы можете тоже задуматься, а не перевести ли наши отношения на новый уровень. Хотя для кого-то эта карта будет говорить о работе также. Хоть и на личную жизнь, но, может быть, есть тот человек, с которым вас связывает, ну, не просто любовь, чувства, а именно как человек, который все-таки императрица способна вдохновлять, да, поэтому это могут быть те люди, которые привносят в нашу жизнь вдохновение или приносят в нашу жизнь радость. Но для каждого из вас все-таки эта карта будет говорить, надейся сам на себя. Но в личной жизни решение с любой позиции, абсолютно с любой позиции, вот для вас любого вопроса со знаком плюс. Но две полярные карты. Императрица – это та, которая способна помогать. Императрица – это мера ответственности.
Императрица, безусловно, это любовь. И это для всех. А рядом у нас аркан отшельник. В личной жизни встанет вопрос об одиночестве. Может быть, для кого-то из вас именно и захочется уединения. Все-таки по аркану отшельник иногда мы чувствуем, мы несколько устали. Мы хотим собственного пространства. Мы хотим, ну, может быть, и продолжение, да, даже для тех, кто в паре, или для тех, кто человек семейный. Мы все периодически вот именно в своем личном пространстве нуждаемся также. И с одной стороны, по отшельнику нам никто не мешает. Не мешает, можно сказать, если шестерка мечей, продолжать какой-то наш собственный проект. Но если так, с позиции психологии, нам может не хватать вот именно вот этого пространства личного, какого-то уединения. И это тоже может для вас складывать такие сложные энергии, мои дорогие. А что же в личной жизни? Туз мечей. Получение либо информации, либо того, да, тут может быть какая-то информация, и карта выбора, карта колесница, карта связанная, это вообще карта перемен. Здесь что-то будет меняться, мои дорогие, и я так вижу. Для девочек это вы будете делать этот выбор. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть, и вы делаете тоже выбор, но тогда выбор женщины едва ли не более важным, чем ваш собственный. Будьте к этому готовы просто-напросто. Хотя тут вы можете быть в таких энергиях, когда, а ведь и правда, даже для тех, кто в паре, прошли уже определенный путь, вот как эта наша ведьмочка поднялась уже на плату, да, она поднялась, вроде как проехала на своем мотоцикле, и нам показано там пространство, которое несколько ниже. Мы уже прошли вот этот период прошлого. Вроде бы мы взобрались на этот холм, на эту гору. И вот теперь мы понимаем, что нам туда или сюда. Какое-то время важное именно для того, чтобы понять, что же будет дальше. Понятно, что вниз обратно мы в прошлое не хотим возвращаться. Но мы можем несколько притормаживать, потому как мы не понимаем, а зачем нам это надо. Где-то карта будет говорить еще и о том, что у вас может сложиться ситуация, когда на вопросы личной жизни будут оказывать влияние, к примеру, люди, как ваши родственники. Может быть, для тех, кто в паре, да, и пары разные, я знаю, меня смотрит разный возраст. И здесь могут быть пары, которые, к примеру, имеют детей, не общих детей, а разных детей. Или у каждого уже какой-то свой там список, да, родней, родственников, сложившейся собственной жизни до периода, да, с определенным человеком. И мы это тоже со счетов сбросить не можем. Есть то, что нас еще именно как будто тянет назад или заставляет уединиться и это переосмыслить. И с другой стороны, есть какие-то сведения о том, что этот выбор мы не можем отложить на потом. А ведь и правда, у вас тут по личной жизни какое-то сложное решение предстоит. А что же по финансам, мои дорогие близнецы? Карта сила. У вас две карты сила. Мы часто говорим, что по аркану сила – это карта женской силы. И вот то, что я говорила, не в обиду мужчинам, с картой императрицы, правда, иногда проигрывается сильное притяжение, да, если мы говорим именно о вопросах любви. Это сильная страсть, желание быть с конкретным человеком. Причем женщина играет первую скрипку. И для вас, мои дорогие девочки, со стороны противоположного пола больше внимания. Вам легче придется, или возможность такая у вас будет, решить некоторые вопросы именно с мужчинами. Для вас, мои дорогие мужчины, именно может быть желание. Вот у кого-то будет, особенно вот раз аркан отшельник выпадает, для тех, кто один, может задуматься всерьез, а так ли мне уж важно это одиночество. И я не исключаю, что будут те периоды, когда уединиться захочется, но именно для того, чтобы с чем-то определиться. Здесь эмоции могут накрывать настолько сильно, что, как, знаете,
вы можете чувствовать, что вот именно пункт, когда мы постепенно проходим какой-то жизненный этап и стремимся к определенной границе, за которой именно будущее, но мы уже все ближе, приближаясь к этой границе, понимаем, что это еще и наш выбор. Когда мы словно пойдем в будущее, мы назад уже не вернемся, поэтому и выбор, он сложен, потому как мы прошлое уже потом не вернем. Может сопровождаться с некоторыми страхами, но все же мы на финансы, поэтому для кого-то из вас король жезлов. Здесь ситуация того, и посмотрите, 9 кубков. Я должна сказать, все то, что касается для вас, мои дорогие девочки, у вас здесь очень интересная ситуация может сложиться по финансам. Деньги есть, деньги будут. Более того, у вас может быть конкретная персона, которая вам помогает, как я уже говорила, со стороны мужчин, да, вам будет легче решать некоторые вопросы. Причем, я бы сказала, любые документальные, финансовые, здесь именно есть помощь и поддержка. И ваша сила тут на 1000% работает. Может быть, где-то вот этот вот момент, который мы говорили, в чем ваша фортуна. Я тоже вскользь сказала, что здесь можно решить ситуацию по финансам. И вот тогда тут правда, даже сложные запутанные темы у кого-то с долгами, с финансами, тут тоже могут быть очень перспективны к решению. Для вас, мои дорогие мужчины, я не исключаю вашу помощь кому-то или ваше взаимодействие с кем-то, партнерские отношения, да, мужчины и женщины. Может быть, это партнерские отношения, когда вообще не про любовь даже, да, а вот именно интерес есть, прогресс по финансам есть, и финансы это тоже у вас, как будто есть, и финансы будут. Но здесь на преувеличение, на какие-то возможности идут тоже. Вообще в отношении финансов прекрасные энергии, как и на работу, так и решить любую финансовую тему и вопрос. Вот в этом вы сильны, мои дорогие любимые близнецы. Точно так же в вопросах занятости, работы, каких-то новых идей, новых направлений. А может быть, для кого-то это будет первый шаг, когда вы вообще новый вид деятельности будете рассматривать. За какое дело близнецы не возьмутся в сентябре, явно бонусов будет больше, но это будет сопровождаться постоянным выбором. Я бы сказала, больше, конечно, выбора сложного через личную жизнь или взаимоотношения к вам приходит. Но шаг за шагом все же мы как будто это не отменим, вот эти перемены. И поэтому этот выбор сделать придется. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.